Одно из самых впечатляющих мест Португалии – монастырь Христа или Конвенту де Кришту в Тумаре. Это не просто монастырь, это бывшая крепость тамплиеров, место силы, тайн и легенд. Немного истории. Орден тамплиеров появился в Португалии в XII веке, а крепость в Тамаре была основана в 1160 году. Она стала частью оборонительной линии, защищавшей молодое христианское королевство от мавров. Со временем Тамар фактически стал резиденцией ордена в Португалии. В начале XIV века по всей Европе начались гонения на тамплиеров. Французский король добился распуска ордена, и многие страны подчинились папскому указу. Но Португалия пошла другим путем. В 1319 году король Дениш создал Орден Христа, куда фактически вошли бывшие тамплиеры. Так орден продолжил существовать просто под новым названием. Позже резиденция в Тамаре стала центром уже Ордена Христа и сыграла огромную роль в эпоху великих географических открытий, поскольку именно этот орден финансировал морские экспедиции Португалии. Самое древнее сооружение комплекса – круглая церковь Шарола, построенная во второй половине XII века. К сожалению, я потеряла видео церкви, поэтому не могу показать больше, чем то, что на этом видео. Тамплиеры вдохновились образом храма Соломона в Иерусалиме, но архитектурно церковь больше напоминает купол скалы, исламское святилище, стоящее на месте древнего храма. Окно Капитула – символ Тамара и один из самых узнаваемых элементов португальской архитектуры. Это настоящий каменный спектакль. Канаты, кораллы, водоросли, кресты Ордена Христа, армиллярные сферы – символы морской навигации, которые, кстати, изображены на португальском флаге. С Тамаром и этим окном связана и самая интригующая легенда о священном Граале. По одной из гипотез, тамплиеры могли спрятать его именно здесь, в замке Тумар, а в XIX веке англичане якобы предлагали Португалии списать государственный долг в обмен на этот архитектурный шедевр. Доказательств нет, но загадочные символы в декоре, скрытые знаки и многослойная символика подпитывают интерес исследователей до сих пор. На территории комплекса 8 клуатров, построенных в XV-XVI веках. Особенно интересен клуатр кладбищенский Claustro Cemitério, возведенный при Генрихе Мореплавателе. Когда-то он служил некрополем для рыцарей и монахов ордена. Здесь покоятся важные исторические фигуры, в том числе и Диогу да Гама, брат Васко да Гамы. Есть и более поздние клуатры, включая двухэтажный, построенный для размещения гостей и паломников. Это показывает, насколько монастырь со временем стал не только крепостью, но и духовным центром. Если пройти по левому коридору одного из клуатров, можно увидеть часовню Капелла душ Портокарейруш, украшенную изразцами азулежу с необычным пространственным эффектом. Сегодня монастырь Христа – объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из самых впечатляющих достопримечательностей Португалии. Это место, где переплелись крестоносцы и мореплаватели, религия и политика, реальная история и легенда. И когда стоишь внутри этих стен, понимаешь, это не просто монастырь, это хроника целой эпохи, высеченная в камне.